Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте. С вами Свар. Я пока что еще не смог до конца выздороветь, но выпуск самых лучших новостей, конечно же, я не могу пропустить. Поэтому давайте посмотрим, что нам сделали в этой игре за прошедшую неделю. Конечно же, нам наконец-то сделали ускоренный ап шмота. И теперь мы можем апать его несколькими нажатиями кнопки, что, собственно, очень даже неплохо. Главное нажать галочку «Быстрое улучшение». И внезапно заточилось даже более-менее хорошо то, что надо, и прям совпало. К сожалению, точка у нас тоже оставляет желать лучшего, потому что 98% шмота идет в утиль, потому что так он не точится. Это вот просто, ну, подвезло. Потому что если мы сейчас зайдем и выберем, например, любой адский рев или магию души и попробуем их заточить, то мы увидим 3,5%. Даже без половины, просто 3. Ну, в принципе, ничего нового, в принципе, как обычно. Вот так у нас точится шмот в основе своей, что бесит. А еще бесит, когда у древнего мифа полосочки заточки не долетают даже до фиолетовых цветов, и это прям грустно. Ну, поехали дальше. Чисто мимоходом поздравим моего соклана Мурмяу с днем рождения. Кто его знает по игре Watch of Realms. Может быть, кто-то пересекался с ним в Dragon Fairy. В любом случае, с праздничком. И пока мы спали, нам разрабы поменяли визуализацию чата, и теперь он стал в черных таких тонах. Что, в принципе, с одной стороны прикольно, но с другой стороны, вот такие вот красные моменты, как, например, шмот, который скидывают, он прям сильно режет глазки. То есть не подумали чуть-чуть. Да, и как говорят, темная тема, ну такое. И что-то я не увидел кнопки поменять в настройках темы обратно на более-менее светлую. Поэтому мучаемся, страдаем, портим глаза и едем дальше. Ну и давайте побежимся по дев-блогу, где нам разрабы успешно пытаются донести какие-то свои мысли и ответы на вопросы. Что из этого всего было более-менее интересное, что они хотели нам анонсировать. Внезапно X2 планирует добавить на дроп определенных вещей снаряжения. Зачем-то они хотят добавить более сложные задания и достижения в путь героя. Не знаю зачем, типа закрыли, забрали волку, забыли как страшный сон, но ладно. Также у них есть интересные планы по внедрению сохранения снаряжения, когда мы его перетаскиваем с перса на перса, но я боюсь представить, как это все будет реализовано на самом деле. Тут автобои периодически шалопают. Также на Global сервер автозаточка шмота у нас придет в следующем обновлении, насколько я помню. Ну и наконец-то нам обещают сделать сохранение бустов опыта и голды именно в рюкзаке, а не активация сразу при покупке. Ну и команда уже который год работает над визуализацией счетчика жалости. Также нам добавили ачивку недавно на 50к крови на драконе за ключ, но это все ачивки для хай-левелов, и люди требуют больше ачивок для простых текущих моментов в профиль, и что разработчики обещают также увеличить. Вроде как будет добавлено какие-то моменты по фарму и добытию камней навыков для легендарных персов. Главное, чтобы эти вот самые камни навыков не были разделены. Так же, как эти вот сакралы, мать его, стали делить на осколки, на запчасти. Стали делить осколки курицы, тоже по запчастям. Ну, господи, боже мой, давайте мы еще что сделаем. Шмот будем делить на запчасти, тоже будет интересно. Почему нет? Некоторые ребалансы эпиков, тот же Назим, тот же обжор, но я не думаю, что этими эпиками кто-то прям усердно играет, и максимум, где они могут пригодиться, это, скорее всего, будут высокие этапы рейдов эмблем, где нам обещают добавить в испытаниях фракций. На глобале также 12 этапы испытаний для фарма эмблемок. Ну и также еще такой момент. У нас запилили новый платежный сайт для
покупки в Gold, и в нем снова внезапно выросли цены. И если раньше 999 в Gold стоило 9000 рублей, то теперь стоит десятка. Да, здесь есть какая-то скидка, но раньше со скидкой это все можно было купить за 7,5. Поэтому очень, конечно, интересно, но почему разработчики не предупреждают о том, что ценник, мать его, растет. И если цена на, предположим, те же самые косари виртуальные голды не особо поменялась, он как был, так и остался. То есть 890 рублей. Я не знаю, почему здесь скидка, если у нас в игре оно так стоит. То есть, ну, бредово. По крайней мере, стоило последний раз, когда я смотрел. То есть сейчас можем смело сказать, что у нас 1 V-Gold равняется 1 рублю, и это грустно. Но и также хочу напомнить, что вы всегда можете оформить по ссылочке в описании дебетовую карту Тинькофф All Games, где у вас будет кэшбэк до 30% на некоторые моменты, бонус за любые покупки, ваш никнейм на карте и обслуживание 0 рублей. Ну а если вы ее оформите до 10 декабря, то вы имеете все шансы получить 30 тысяч бонусов, которые вы можете потратить на покупку совершенно чего угодно. Ну и как я говорил, у нас, конечно же, на глобале на выходных у нас стартует X10 на Хекса и Лассира, а на первопроходческом серваке у нас будет испытание призыва на Хекса и внезапно подругу Салазара, баба с хвостом и копьем. Нам платят героев, опять-таки, очень много, очень сильно, очень больно. Для чего это делается, я не понимаю, потому что, в принципе, то, что было 2 месяца назад, 3 месяца, 4 месяца, этого вполне спокойно хватает для закрытия какой-то основной части контента. И из полезных вводов, я думаю, что это только, наверное, Лассир, ну, собственно, и сам Хекс, потому что остальные персы, ну, достаточно посредственные, на мой взгляд. Либо эти персы находятся в древнем призыве, это как новые лидеры фракций премии Доминиона Хаоса, либо сами персы из Доминиона Хаоса, которых из древнего хрен вытащишь. Ну, конечно же, по поводу самого призыва, который у нас был на прошлых выходных, где у нас было X2 на все, что можно и нельзя. Призыв говно, все в курсе, да, никто ничего не поймал нормального, но, насколько я знаю, у всех летели крахи, шамиры, асхоры и вот это все остальное, мерзости, все, что вот простое и не особо нужное сейчас, когда ты хочешь выбить с древнего, либо с сакрала какого-то хорошего перса, лидера, пускай даже будет. Неважно что, а тебе прилетает Асхор. У меня Асхор уже на 2-й пробуде. Ну и параллельно с этим что-то не особо чувствовался тот самый X2, потому что, в принципе, персы сыпались либо по гаранту, либо не сыпались. Из 9 сакралов я поймал только дубль Орина. Ну, мое почтение. Игра, конечно, молодец. И иногда мне кажется, что в таких анонсах они делают описание, но не включают то, что написано, потому что призыв был максимально ущербен и убожен. Кстати, что вы выбили на X2? Поделитесь, расскажите. Может быть, вы смогли налутать 1 000 000 ганов, и вы теперь прекрасный обладатель хаотической имбы. Но продолжаем веселиться, и у меня есть еще одна новость, которую я нашел чисто случайно, когда у меня вдруг моя команда перестала проходить 2.21, а в частности Хамид. Одет у меня в такой сет, я его одевал в этот для первого рейда. К сожалению, да, не все им по шмотке, потому что нету нормальной шмоточки у меня здесь на процент атаки внезапно до сих пор. Но внезапно, если мы делаем Хамиду скорость больше 500, Хамид начинает жутко троить. И вот мы заходим на 2.21, мы видим Хаммета, мы видим Долорес, как бы все хорошо, включаем ульт Хаммета, включаем Долорку и смотрим за Хамметом очень внимательно. И видим, как он периодически посох свой поднимает, опускает и снова поднимает. У него идет пропуск удара. Боже мой, ну серьезно, разработчики, я понимаю, что вы сделали красивый визуал для перса, но почему тогда этот визуал не успевает за тем, как мы его одеваем? И за счет этого, ну, тупо у меня была минус проходка. Ну, а если мы Хамиду делаем какие-нибудь там его примерные 300 скорости, то все у него будет нормально. И опять-таки, это вот проблема так же, как и у Хекса. Сколько ты скорости не делай, но анимация должна быть. И анимация отжирает всю твою скорость на все эти вот винтифлюшки, что очень не нравится. Почему бы не ускорить тогда анимацию, если у нас у перса скорость больше? Ну, это же логично, должно быть, ну, как мне кажется. Но разработчики думают совершенно по-другому. И вполне возможно, что эту проблему, может быть, когда-нибудь даже и пофиксят. Но, скорее всего, им всем пофиг.
Поэтому просто не делайте скорость атаки выше 300 у Хамита. Также из прикольного нам добавили такой момент, как испытание охоты за головами, где мы имеем 4 задачи. Одна из них красная на какую-то хорошую награду. Ну как хорошая? 2 осколка сакралов. Это нужно 15 дней выполнить эту задачу, чтобы получить сакрал. Плюс здесь как бы нужно совершать заходы. И ладно, если они совпадают именно с текущим ивентом, а так отдавать 500 с копейками энергии за проходку этапа. Ну, как бы энка-то нужна, поэтому мало приятного. Но еще есть такой прикольный момент. Да, можно менять очень долго, кстати, не знаю сколько, раз 10, как минимум бесплатно, а то и больше. А потом они включают уже требования за денежку. И здесь есть заходы на все этапы, то есть это может быть первый рейд, кстати, до 19 этапа, потому что коса, разрушение там только у паучара Арачи до 18 этапа идет. А также здесь есть такой прикольный чел, как Дмитрий. Я не знаю, кто его так назвал. Это босс общих эмблем. И по своей картиночке он напоминает мне какого-то вот маленького этого собачонка, у которого раскосые глазки. Он такой типа... Лэ. Ну и также, господа, товарищи, друзья и остальные ребята, которые играют в эту игру, не продавайте артефакты, потому что стоимость продажи артефактов эпического и легендарного формата увеличится в следующем обновлении, и за это мы получим больше метеоритов для апа нужных артефактов. На этом все, с вами был Сварок, всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!